Это Швейцария, страна чистейших озер, страна гор, холмов, водопадов, зеленых альпийских лугов, эталонных буренок, вкуснейшего молока и наглых туристов, которые приехали его пить, топтать траву и лезть со своими камерами во все щели. Но пока этого не произошло, предлагаю выпить стаканчик парного за здоровье этой чудесной страны. Знаете, в начале видео принято делать небольшой анонс, рассказывать, что вас ожидает в этом большом выпуске, с патетикой в голосе говорить об общих впечатлениях о стране, но это Швейцария. Здесь даже слова не нужны. Достаточно нескольких картинок с ландшафтами, и все сразу становится понятно. Для того, чтобы просто добраться до Швейцарии, мы с микробом проехали более 5000 километров. Для тех, кто не готов несколько дней сидеть за рулем, в прошлом столетии братья Райт придумали самолеты. Но партнер этого выпуска, поиск дешевых билетов Aviasales, придумал, как найти самые выгодные варианты перелетов. Например, если вы в ноябре захотите полететь в Женеву, вот сколько предложений. И с одной пересадкой, и с несколькими, чтобы заскочить на денек в другой город. За $88 и за все 400. Но Aviasales были бы просто обычным поиском, если бы не их фишки. Теперь здесь можно даже смотреть на тип самолетов, которые чаще всего летают по выбранному рейсу. Там же есть статистика пунктуальности авиакомпаний и среднее время задержки рейсов. Это очень важно, если вы будете лететь с пересадками. В общем, Aviasales экономит ваше время и делает с каждым днем поиск билетов все проще и проще. Еще больше фишек от Aviasales вы найдете по ссылке в описании. Итак, Швейцария, известная во всем мире благодаря Альпам, лучшим часам и самым надежным банкам. Здесь чистейший воздух, из-под крана течет практически Эвиан, а от местных красот хочется умереть. Что, в принципе, многие знаменитости здесь и делали, перед этим проводя в Швейцарии лучшие свои годы. Достоевский написал здесь роман «Идиот», Лев Толстой — рассказ «Люцерн», Петр Ильич Чайковский — оперу «Евгений Онегин», а Ленин здесь готовил революцию. Именно ему предписывают цитату «Душой я с вами на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице». Что ж, охотно верим. В Швейцарии придумали мюсли, молочный шоколад и ЛСД. И еще они придумали шрифт Гельветика, которым все это только что было написано. Это официальный шрифт нью-йоркского метро. А если этого мало, то еще и застежку на липучке, целлофан, швейцарский нож и знаменитую формулу. Да, Альберт Эйнштейн придумал ее, находясь в Швейцарии. Здесь же находится большой адронный коллайдер, с помощью которого открыли бозон Хиггса, который теоретически может находиться сейчас у меня в руке, но это не точно. Здесь 4 официальных языка, 450 видов сыра, не прямоугольный, а квадратный флаг и одна из самых устойчивых экономик в мире. Мне кажется, что Швейцария почти идеальная страна. Ну, я говорю почти, потому что идеальных стран в принципе не бывает, но вот Швейцария, по-моему, вплотную подобралась к этому значению. Так это или нет? Давайте проверим. Если говорить о чувственной стороне вопроса, то вот самое первое чувство, которое тебя посещает в первые минуты нахождения в Швейцарии, это чувство невыносимого спокойствия. Все 9 дней моего нахождения в Швейцарии мне не покидало чувство, что я нахожусь в одном из самых спокойных мест на Земле. И это не Фарерские острова с населением в 50 тысяч человек. Здесь, в Швейцарии, живет 8,5 миллионов жителей. Здесь течет обычная жизнь. Но все равно, как-то очень спокойно. Сначала я думал, что это потому, что я езжу в основном по деревням, где жизнь в принципе нетороплива. Но потом, когда я приехал в большие города, оказалось, что здесь то же самое. Просто магия какая-то. Швейцария одним махом прибавляет плюс 20 лет твоему самоощущению. В том смысле, что даже если тебе 25, здесь тебе не захочется стремглав нестись куда-то, бронировать какие-то активности, спешить. Тебе хочется просто сесть на одну из лавочек, которые здесь установлены вот практически везде, и провести в таком положении целый день. Теперь я четко понимаю, почему такое количество знаменитостей, да и просто людей приезжают в Швейцарию встречать свою старость. Просто эта страна создана для спокойствия, миротворения. И для того, чтобы вот так вот сидеть, смотреть на эту прекрасную долину. Просто наслаждаться. Но если убрать возвышенное, то всему вышесказанному можно найти вполне прозаичное объяснение.
Швейцария находится на втором месте по зарплатам в мире. Средняя годовая зарплата здесь составляет 62 283 доллара. Можете не доставать свои калькуляторы, это больше 5190 долларов в месяц. Чтобы было нагляднее, давайте посмотрим, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в разных европейских странах. Меньше всего в Молдове и Украине – 233 и 236 литров соответственно. В Беларуси почти в 3 раза больше. В России – 785, в Германии – 1689, в Норвегии – 2107. А вот в крохотной Швейцарии целых 3240 литров. Хватит, чтобы открыть небольшую логистическую компанию. То есть с экономикой здесь все в полном порядке. Однако для ощущения комфорта недостаточно только денег. Нужно чувствовать себя еще и в полной безопасности. Швейцария преуспела и в этом вопросе. Это одна из самых нейтральных стран в мире, которая успешно дистанцируется практически от любых блоков. Давайте посмотрим на карту Европы. Темно-синим цветом здесь отмечены страны-участники ЕС. Видите серое пятно в центре? Это Швейцария. Швейцария не состоит ни в ЕС, ни в НАТО. Они настолько нейтральны, что последний раз участвовали в войне 200 лет назад. Это было в войне против Наполеона. Ну то есть, для страны, которая находится в самом центре Европы, не участвовать в войнах 200 лет – это сродни чуду. Свою роль в этом вопросе играет и география страны. На юге здесь Альпы, на севере горы Юра, а основная часть населения живет на небольшом плато в центре. Короче, Швейцария – это колбаса, зажатая хлебом в виде гор с двух сторон. И это не самая удобная для нападения страна. Стратегия обороны Швейцарии сводится к тому, чтобы воображаемый противник открыл карту, посмотрел и сказал: да ну я к черту эту Швейцарию, но пойду-ка я лучше на какую-нибудь другую страну, так будет проще. На всякий случай большинство мостов и инженерных сооружений были спроектированы так, чтобы их можно было удаленно взорвать. То же самое с горными дорогами. Но швейцарцы и на этом не остановились и создали вполне боеспособную армию. В Швейцарии до сих пор является обязательной военная служба. Это одна из последних стран Европы, где она применяется. Самое интересное, что здесь несколько раз, дважды, проводились референдумы за отказ от обязательной военной службы. Но оба раза граждане голосовали за то, чтобы ее оставить. Швейцарская армия одобрена Ватиканом. Папу охраняют именно швейцарские гвардейцы. Кроме всего прочего, здесь легально хранение оружия, и его, по разным данным, хранит у себя дома половина населения страны. Купить мушкет можно в таком вот удобном магазинчике у дома. Вот там продуктовый магазин, а здесь буквально, не знаю, метров 50 оружейная лавка. И таких магазинов полно по всей Швейцарии. Винтовки стартуют от 200 с лишним евро, а если денег хватит, можно купить даже пулемет. Самое интересное, что несмотря на либеральные законы, в Швейцарии в среднем происходит меньше одного убийства с применением огнестрельного оружия на 100 тысяч человек. Мне бы винтовку не продали, потому что мне это видно на жительство Швейцарии. А любой человек, даже не имея, по сути дела, паспорта швейцарского, но имея вид на жительство, может зайти и спокойно купить себе какую-нибудь ружбайку. Легко. Теперь конкретно о безопасности. В 1963 году здесь был принят закон, по которому каждый гражданин Швейцарии должен быть обеспечен бомбоубежищем на случай вероятной ядерной войны. Сказано, сделано. По всей стране здесь были построены подземные бомбоубежища. Самое большое не только в Швейцарии, но и в мире сейчас перед вами. Это Занненбергский тоннель, рассчитанный на продолжительное пребывание 20 тысяч человек. Он мог выдержать попадание снаряда мощностью 1 мегатонну в радиусе 1 километра. Несмотря на швейцарский нейтралитет, бомбоубежища здесь повсюду. Вот это, например, парковка супермаркета. Они есть почти в каждом старом доме и до сих пор готовы к применению. Самое занимательное, что во всех этих тоннелях и бомбоубежищах до сих пор может разместиться примерно 115% населения Швейцарии. То есть бомбоубежищ здесь даже больше, чем нужно. Короче, в случае чего вы знаете, в какую страну ехать. Швейцарию часто называют хорошо укрепленным бункером посреди Европы, и теперь вы понимаете почему. Политика нейтралитета и такие меры безопасности очень положительно влияют и на финансовую составляющую. Поэтому в Швейцарии хранятся деньги. Много денег. Банков здесь по статистике больше, чем стоматологических кабинетов. К слову сказать, ставки в швейцарских банках сейчас нулевые, а если вклад превышает 1 миллион евро, то даже отрицательные. То есть ты платишь банку деньги за то, что ты там их хранишь. Надежность. Кстати, в Швейцарии очень красивые деньги, они как Instagram Stories, вертикальные. В 2018 году швейцарский червонец, то есть купюра в 10 франков, была признана международным сообществом банкнот самой красивой купюрой в мире. Все вышесказанное и, конечно, швейцарские красоты, которые мы чуть позже посмотрим, сделали Швейцарию мечтой пенсионера. Эта страна на втором месте по продолжительности жизни после Японии. И провести счастливую старость в Швейцарии – это мечта многих людей. Сюда в конце жизни переехали многие знаменитости, среди которых нобелевский лауреат Герман Гессе, актриса Одри Хепберн, Владимир Набоков, Коко Шанель, Эрих Мария Ремарк и Чарли Чаплин. Все они похоронены здесь.
Кстати, в Швейцарии узаконена эвтаназия. Это породило такое явление, как суицидальный туризм. То есть люди сюда едут не только отдыхать. Что касается швейцарских пенсионеров, то это счастливые и беззаботные люди, смотреть на которых, ну вот правда, одно удовольствие. Швейцария для них просто идеальное место. Чтобы разобраться в особенностях местной жизни, мне нужна была помощь. И я отправился в немецкую часть страны, городок Крейцлинген, чтобы поговорить со Стасом, который 7 лет живет здесь и знает очень много интересного о Швейцарии. Были соседи у нас в Берне, по 65 лет была пара. Мужчина и женщина. Они швейцарцы, обеспеченные люди. Они никогда не были за пределами Швейцарии. То есть не вылетали на самолетах за пределы страны. Потому что они ездили на машине, конечно, там в Италию, в Германию, вообще очень легко. Но не вылетали. Они говорят, нам не нужна соленая вода. Мы говорим, а вы не были на море? Они говорят, зачем на море? Я летом купаюсь в озере, смотрю на горы, хожу в горы пешком, а зимой я катаюсь на лыжах. А зачем мне еще что-то другое? Меня соленая вода, говорит, я не кайфую от соленой воды. Ну, меня это не вдохновляет. В Швейцарии им хватает с головой. Вообще хватает. 65 лет, я говорю, не были нигде. Ну так. И они хорошие люди, они прикольные, и они говорят, так, мы не несчастные, почему вы говорите, вы не были на море, почему вы удивляетесь? Ведь нам этого не нужно. На мой взгляд, то, о чем говорил Стас, происходит еще и потому, что швейцарцы очень привыкли к порядкам, установленным в своей стране. И здесь мне есть вам что рассказать, потому что местные законы тишины — это просто разрыв головного мозга. Чтобы не мешать покою соседей, в выходные здесь, например, запрещен покос травы, мойка машины с помощью аппаратов высокого давления и вообще все, что может создавать шум. Вот здесь, например, запрещены уличные музыканты. Очередную порцию жизненных историй расскажет Светлана. Она работает в крупной американской компании, штаб-квартира, которая находится здесь, в Швейцарии. К сожалению, не могу вам сказать название компании, в которой работает Светлана, но это тот офис, где все на халяву. Обожаю такое. Компания для каждого экспата, который приезжает в страну, дает такой пакет для выживания, да, и в нем была вот такая книга, которая называлась «Как жить в Швейцарии». Одно из правил, которые как бы удивляли очень сильно, то есть использовать туалет, флеш, душ после 10 часов вечера нельзя. И реакция может быть разная. Соседи могут стучать по трубам, а могут действительно позвонить в полицию. Реально позвонить в полицию из-за того, что ты спустил воду в туалете? Да. Или, например... У тебя были такие ситуации? Мне в полицию не звонили, нам повезло очень с соседями, но однажды я уехала на 2 недели в Нью-Йорк на съемки новой компании, и моя 15-летняя дочь умоляла не привозить бабушку и дедушку, и осталась сама. И ночью мне позвонил секретарь, сказал, что позвонили из полиции, и соседи написали письмо, что было очень шумно. А 15-летние детки играли на гитаре. Как оказалось, законы тишины касаются не только людей. Швейцарские собаки, например, не умеют лаять. Я не знаю, как они их воспитывают, но здесь собаки не лают. Кроме того, что здесь нет бездомных животных, но домашние, неважно, вне зависимости от породы собаки, никто не лает. Ну, так как мы тогда находились в городе, где граница с Германией проходит по этому бордюру, то я могу предположить, что это была немецкая собака. Но раньше, если собака очень сильно лаяла и мешала соседям, то ей подрезали под давлением голосовые, хочешь не хочешь, ну типа делали операцию про подрезание голосовых связок. И зеленые сильно бунтовали по этому поводу, когда говорили, типа, какого фига, но швейцарцы на тот момент доказали, что это никакого вреда собаке не несет, типа, успокойтесь. Она гавкает, ну что, придется делать операцию. Мы сейчас заехали на территорию Германии, потому что, ну, это практически один город. И вот контраст, как говорится, налицо. Мусорные мешки, значит, тут на улицах. Ну, все как-то, вроде бы как-то все похоже, но все по-другому. Но самое душещипательное правило, которое существует в Швейцарии, это писать сидя. Всем. Писать сидя. Это правило тишины? Нет. Писать сидя – это правило гигиены. Потому что когда писаешь стоя, в любом случае будут брызги. А когда писаешь сидя, никаких брызг нету. Женщины это знают? Женщины это знают. И это знают мужчины в первую очередь. Здесь, в Швейцарии? Здесь, швейцарские мужчины. Да. Естественно, они любят писать стоя в барах и ресторанах, но дома они писают всегда сидя. Вот такая вот Швейцария. Можно у себя дома пописать стоя, не дай бог спустить воду в туалете, а потом оправдываться перед полицией или вообще получить штраф. Я не очень люблю вдаваться в особенности политического устройства страны, но в Швейцарии это крайне важный фактор, который необходим для понимания страны в целом. Поэтому заранее сори.
Швейцария состоит из 26 кантонов, в каждом из которых есть своя конституция и законодательство. Фактически, это федеративная республика. Но официально страна называется Конфедератио Гельветика – Швейцарская конфедерация, то есть Союз суверенных государств. Юридически здесь даже нет столицы, хотя де-факто ей является Берн. В каждом кантоне существуют свои законы, и даже процедура получения водительских прав может быть разной. В кантоне Женева, например, запрещена охота. Вот везде, во всей Швейцарии с лицензией можно, а в Женеве нельзя никак. А в Тургау, например, действует запрет на гриль в жаркое время года. С виду это, конечно, очень похоже на Штаты в Америке, но различия на самом деле гораздо серьезнее. Переехать из кантона в кантон сродни переезду из Украины в Швейцарию напрямую для нас было. Это очень сложно. Надо было все документы переоформлять заново. Надо было кантонам доказывать. Кантону все равно, это одна страна, но кантон с кантонами связывается постольку-поскольку. Они знают, что имя, фамилию, что ты есть, и все. И им не важно, что ты в Берне уже интегрировался. Им не важно, что ты в Берне там заплатил кучу налогов. Нет. Им надо все по новой, а тебе знать. Все по новой, чтобы ты им предоставлял все свои там дипломы, еще что-то для работы. То есть все по новой абсолютно. И мы даже, я тебе могу сказать больше, мы документов, когда переезжали из кантона в кантон, сделали больше, чем когда мы переезжали из Украины сюда. Самое интересное, что даже процедура голосования может быть разной. Эти милые домики находятся в крохотном кантоне Аппенцель-Иннероден, который, кроме шедевров местного зодчества, знаменит одной весьма интересной традицией. Мы с вами в небольшом городке Аппенцель, и он известен в первую очередь тем, что прямо здесь, на этой центральной площади, несколько раз в год собирается все население города, все 5600 человек, и вершат прямую демократию. Выбирают мэров, принимают какие-то законы, выбирают народное собрание. Происходит все это дело примерно вот так. Жителям Аппенцеля не нужна вертикаль власти. С конца 14 века жители этого города вот так вот собираются на площади и раньше саблями, а теперь поднятой рукой голосуют за важнейшие вопросы местного самоуправления. Аппенцель — это, конечно, частный пример, но он очень хорошо отображает те процессы, которые на самом деле происходят в Швейцарии. Здесь существует поговорка, что швейцарец ходит голосовать не один раз в 4 года, а 4 раза в год. Кроме шуток, референдумы в Швейцарии могут проходить каждые 2 месяца. То есть каждые 2 месяца в воскресенье люди идут голосовать, а потом занимаются своими обычными делами. И такая вовлеченность в политическую жизнь страны крайне благоприятно влияет на общество в целом, потому что в таком обществе каждый человек чувствует свою ответственность. Кстати, об ответственности. В Швейцарии родителям запрещено давать имя ребенку, которое может впоследствии нанести ущерб его интересам. Это я все к тому, что здесь нет детей с именами Даздраперма, то есть да здравствует 1 мая, и Кукуцаполь, то есть кукуруза царица полей. Это реальные имена, которые были в Советском Союзе. Бедные дети. По швейцарским законам нельзя владеть только одним социальным животным. Это считается изоляцией и приравнивается к жестокому обращению. Например, иметь одну морскую свинку нелегально. Нужно обязательно иметь 2. То же самое с рыбками и попугаями. В общем, каждой твари по паре. Существуют и налоги за владение собакой. Они определяются ее размером и весом. Владельцы собак также обязаны пройти учебный курс, чтобы научиться правильно ухаживать за своими питомцами. Даже ловить рыбу в Швейцарии просто так нельзя. В Швейцарии нужен официальный паспорт. То есть ты просто не придешь, не закинешь удочку в озеро и не будешь ловить рыбу. Тебе нужно получить официальное разрешение. Месяц тебя учат, как снимать рыбу с крючка. То есть, чтобы рыбе не было больно. То есть есть ее не больно, а снять с крючка больно. И ты сидишь день в день, месяц, ну не день в день, 3 раза в неделю, в месяц. Ты ходишь на уроки, тебе говорят вот так вот, плотву так снимаете, а щуку так снимаете. Тебе дают карточку, и с этой карточкой ты можешь потом рыбачить везде. Без нее не можешь, не имеешь права. Кому-то местные законы могут показаться слишком вычурными и странными, но так как швейцарцы регулярно входят в рейтинг самых счастливых наций в мире, то хуже здесь от них точно не становится. После всего увиденного наверняка у вас остался один единственный вопрос. Дружище, а как получить гражданство этой страны? Хорошие новости в том, что в отличие от Дубая, например, это реально, а плохие в том, что, это довольно сложно. 10 лет прожить в стране, с неважно какими видами на жительство. 10 лет. Последние 3 года нужно жить в определенной деревне или городе, не меняя место жительства. Нельзя никуда последние 3 года выезжать. И если ты захотел найти квартиру в соседней деревне, не считается, все заново. Потом ты идешь, сдаешь экзамен, который включает в себя географию, политическое устройство, кучу всего, вплоть до того, как твои соседи к тебе относятся. Они будут спрашивать у швейцарских фрау Бахман,
образной, да, как он себя проявил, и что вы с ним там заметили за ним какие-то грешки или нет. И она тебе скажет, да, вдруг ты не придержал дверь 3 года назад. И она это вспомнит, и твой швейцарский паспорт накроется медным тазом. Ну, я утрирую, но так оно и бывает иногда. Здесь ходит байка про то, что Ален Делон, который сейчас живет в Швейцарии, очень сильно обиделся на швейцарское правительство из-за того, что ему пришлось ждать швейцарского паспорта, как и всем. 12 лет тогда еще было. То есть даже суперзвезде никаких поблажек не сделали. Я в Женеве. Вот там фонтан Жидо, это один из символов города, один из самых высоких фонтанов в мире. Но я, конечно, оказался в Женеве вообще не из-за фонтана, а потому что здесь, в этом городе, придумали наручные часы. И в честь этого у меня на руках часы швейцарского бренда Certina, партнер этого выпуска. Часы на самом деле очень клевые, это переиздание винтажной модели 60-го года и первые дайверские часы бренда Certina. Да, с ними можно нырять, у них водозащита до 200 метров. На этих часах индексы и стрелки с покрытием суперлюминова. Они очень круто светятся в темноте, и за время съемок меня это очень выручало. Часы как раз для путешествий. Здесь стоит система Double Security, это дополнительная защита корпуса. Немного другую версию часов Certina носил Мухаммед Али. Но мне кажется, что несмотря на защиту, он все-таки снимал их во время боя. А вот японский лыжник Миура Йеитира совершил с ними экстремальный спуск с Эвереста. Крайне важный комментарий — это то, что часы и Миура после этого выжили. Все часы марки Certina имеют отметку Swiss Made. Это для тех, кому важно, чтобы его часы были сделаны в Швейцарии. Ну а как по мне, главная фишка этих часов — это точность и клевый лаконичный дизайн. Вы, наверное, уже заметили, что до сих пор я толком и не показывал вам страну. Самое время это исправить. Но есть одна небольшая проблемка. При взгляде на здешние красоты мне зачастую попросту не хватало словарного запаса, чтобы описать все это словами. И получалось банально. Офигительно, фантастически красиво, это нереально, красота нереальная, классическая... Я просто офигеваю. И, наконец... Капец, как же уехать отсюда, а? Поэтому я решил собрать всю волю в кулак и спокойно, без восторженных воплей, описать эмоции от своих первых нескольких дней в Швейцарии. Ребят, я скажу честно, первые 3 дня меня в Швейцарии просто поплавило. То есть я находился в каких-то потеряшках. Я бросал тачку просто посреди дороги, бежал, снимал, офигевал от красоты, давал себе обещание, что я больше не буду снимать, что я буду ехать по маршруту. И опять бросал тачку и опять снимал. В общем, такое творилось, наверное, только в Исландии. Ну это потеряшки, по-другому это не назовешь. Эта страна берет тебя в кулак своими красотами и не отпускает, как минимум первые несколько дней. Во-первых, своими цветами. Этот цвет травы — это не прикол, она такая реальная. При взгляде на швейцарские луга полное ощущение, что у тебя перед глазами рабочий стол Windows XP. Вот правда, сложно поверить, что это настоящий цвет. Иногда даже закрадывается чувство, что они эту траву специально подкрашивают. Но нет, она такая на самом деле. Это видео с Кожедуба без какой-либо цветокоррекции, я не увеличивал там насыщенность. То же самое в Швейцарии происходит с цветом воды. По швейцарским озерам можно составлять палитру оттенков от синего до бирюзового. Или даже вот такого вот цвета. Вода в таких озерах просто неприлично чистая. Да потому что ты знаешь, что они били тревогу в том году, швейцарцы, что это Боденское озеро вот перед нами, да? Это самое чистое озеро мира. Ну вот, да, большое, самое чистое озеро мира, потому что швейцарские зеленые били тревогу в том году, и немецкие тоже, потому что они говорят, нету рыбы. Рыба не может жить, потому что очень чисто, ей нечем питаться. Нету планктона, нету... Ну то есть они бьют тревогу из-за того, что озеро чистое. Не потому что оно грязное, потому что очень чистое. Ну как? Нету... Щука не пошла, братан, не пошла щука, нету озера. Да, в этой стране даже так бывает. Наша следующая остановка — это швейцарские деревушки. И здесь чуть-чуть подробнее. Я не помню почти ни одного названия альпийских деревень, мимо которых я проезжал или в которых останавливался. Но почти все они выглядят так, как будто снимались в рекламе швейцарского шоколада. Абсолютно в каждой деревне тебе хочется остановиться, прогуляться, просматривать эти игрушечные домики и просто залипнуть на несколько часов. Я сейчас нахожусь в городке со смешным названием Сисикон, о существовании которого я узнал вчера вечером, когда нашел здесь случайно гостиницу. Здесь есть своя железная дорога, свои несколько гостиниц и нереальной красоты озера, на берегу которого, собственно говоря, он находится. И я просто заехал сюда, потому что здесь была дешевая, недорогая гостиница. Но я утром проснулся и просто офигел от этой красоты.
И это такой частный пример для Швейцарии, где в каждой маленькой деревне есть какая-то своя небольшая гостиница, и есть красоты, ради которых сюда стоит приехать. Вот такое в Швейцарии на каждом шагу, и это... Блин, это чертовски круто. Я, конечно, немного погорячился, назвав Сизикон городом. Вообще, это коммуна, в которой живет немногим более 300 человек. Но есть в Швейцарии и совсем крохотные деревушки. Например, Карипа в южной части страны. Здесь живет всего 12 человек, 11 из которых старше 65 лет. Чтобы возродить эту деревушку, швейцарские власти хотят перенять итальянскую концепцию альберго диффуза и превратить все незанятые исторические здания деревни в один большой разбросанный отель с качественными гостиничными услугами и центральным ресепшеном. В Италии такая схема уже успешно работает, и, возможно, она сработает и в Карипа, потому что деревня и сами места здесь, действительно потрясающие. Хорошо в Швейцарии. Хорошо, но дорого. Теперь ложка дегтя в этой бочке меда. Немного о деньгах, которые придется выложить, чтобы в этих самых деревушках остановиться. Это номера, в которых жил лично я. Этот стоил $60 с туалетом и душем на этаже. Это $100, тоже без душа и туалета. А вот этот уже был с удобствами, но стоил аж 125. Вместо кондиционера здесь любезно поставили вентилятор. А вот самой удачной покупкой был номер в коммуне Готлибен. Он обошелся мне в $80, и вы только посмотрите на это. Этой гостинице почти 400 лет, и я по ней ходил, как по музею, честное слово. Обошлось все это так дешево, наверное, потому что я забронировал номер только за пару часов до заселения. Конечно, сейчас я говорил больше о туристических местах, но мне хотелось посмотреть настоящую аутентичную швейцарскую деревню. Алло, Стас. Мы со Стасом направляемся на восток страны, к так называемым Аппенцельским Альпам. По пути здесь встречается довольно много молочных ферм. Буренки здесь — это высшее сословие, настоящий коровий эстеблишмент. Им здесь даже массаж делают. Молоко здесь продается в автоматах, и оно, конечно, пастеризованное, а вот хотелось попробовать настоящее, свежее. Поэтому мы продолжили маршрут до деревни Вассераун. Und dann zwei davor gibt's ein Loch. Гениально. Мерси. Gleichfalls, мерси. Там есть дырка для нашей машины. Она говорит, там гениальная дырка как раз для вашей машины, и вам надо туда, и конкретно вот туда. Стас, куда мы идем? Мы идем на See, Альп-See. Что это? Это горное озеро, в которое можно добраться только пешком. Никакая машина сюда не доедет, никакой поезд тоже сюда не доедет, только пешком. Роджер Федерер с нами бы пошел, если бы он тут был, потому что он любит это место, и он ходит сюда. Я уже говорил об этом, да. И там есть очень такая локальная сыроварня, которая, как по мне, это самый вкусный сыр в Швейцарии. Подъем здесь очень крутой, через 5 минут ты полностью мокрый. Ребята, этот чертов сыр должен быть, просто пальчики оближешь. Иначе я не знаю. Нам потребовался целый час, чтобы дойти до горного озера Альп-Зе и крохотной деревушки Вассераун, в которой всего пара десятков домов. На другом конце озера находится неописуемой красоты долина и пейзажи, которые в первую очередь всплывают у тебя в голове при упоминании словосочетания «швейцарская деревня в Альпах». Конечно же, здесь тоже делают молоко, и это одно из немногих мест в Швейцарии, где его можно выпить свежим. За Швейцарию. Das ist fantastisch. Молоко, конечно же, очень вкусное. Все благодаря местным коровкам, пасущимся на этих лугах и окруженных любовью со всех сторон. Они, кстати, довольно любознательны и проявляют живой интерес к камерам и микрофонам, а также к людям, которые эти камеры обычно таскают. Здесь же находится маленькая сыроварня, о которой говорил Стас. Мне бы, конечно, хотелось сейчас вам поведать красивую легенду о том, что здесь работают сыровары в 6-м поколении, готовят сыр по дедовским рецептам, которым несколько сотен лет, но нет. Вот достаточно молодой глава семейства с отличным английским, и они варят сыр по современным технологиям, и прямо здесь его и продают. Мы дико вспотели, потому что в этой сыроварне очень жарко. В общем, вы поняли, это место, которое... Вот молоко, вот оно здесь. Вот она, нереальная долина. Здесь вообще нет ни автомобилей, ничего. Здесь, по-моему, даже никто не курит. И чистейшая вода, коровы, которые жуют эту траву, она благоухает. Здесь идеальные условия для того, чтобы делать сыр.
И не делают сыр из этого молока, и здесь же его продают. Продают его здесь 2000 килограмм, что мне сказали, что это, в принципе, очень немного. 2000 килограмм в год. Ну, то есть сыроварня, правда, очень маленькая. Но что я все говорю, давайте пробовать. Мы купили 2 вида сыра. Он, кстати, оказался очень недорогим, и продается он только в этом магазине. Ребзики. Ну вот, короче, так и становятся фудблогерами. Не дай бог, конечно, но... Блин, это так тупо на самом деле делиться своими эмоциями. Мне бы хотелось по маленькому кусочку каждому из вас раздать, но он вкусный. Я никакой вообще не сырный эксперт, но он вкусный очень. Вассараун – это, как принято сейчас говорить, идеальное место для экотуризма. А если вы хотите узнать больше о крутых местах в Швейцарии, то добро пожаловать в Твиттер к Стасу. Это просто кладезь интересной информации об этой стране. Что ж, с деревнями все понятно. Теперь поговорим о том, в чем швейцарцы невероятно крутые и, наверное, одни из самых лучших в мире. Очень большое преимущество Швейцарии в том, что посреди всего этого горного безумия они смогли не только построить деревни, города, но и развить очень крутую инфраструктуру, которой любая страна могла бы просто гордиться. 2/3 территории всей страны — это горы. Как вы понимаете, это не самая приспособленная для передвижения территория. А если говорить прямо, то вообще не приспособленная. Здесь высоченные горные перевалы, реки, скальные породы. В общем, чтобы построить здесь такую инфраструктуру, нужно было очень конкретно заморочиться. И швейцарцы это сделали. Здесь идеальные дороги, очень развитая система железнодорожного транспорта, и ничего, кроме восхищения, у меня все это, честно, не вызывает. А теперь чуть подробнее. Больше половины всей электроэнергии Швейцарии вырабатывается на вот таких вот гидроэлектростанциях. Ну, это маленькая, а есть чуть-чуть побольше. В маленькой Швейцарии больше 2 десятков дамб выше 100 метров. Здесь же находится 5-я по величине дамба в мире – 285 метров в высоту. Это не она, но конкретно это является самой высокой стеной для скалолазания в мире. Здесь со специальным снаряжением можно подняться на самый верх, а это, на секундочку, 165 метров. Мосты. Швейцарцы в своем познании преисполнились и в строительстве мостов. Конкретно этот подвесной мост не очень длинный, 280 метров в длину, но пройтись по нему тот еще челлендж. Самый красивый швейцарский мост я покажу чуть позже, а пока самый известный среди русскоязычного населения, так называемый «Чертов мост». Здесь войска под командованием Суворова переправились через Альпы и разбили французов. Здесь же находится памятник Суворову и 5 соток земли, считающиеся российской территорией в Швейцарии. Идем дальше. Тоннели. Швейцария — это страна тоннелей. Они встречаются на маршруте постоянно, куда бы ты ни ехал. То есть ты въезжаешь в один тоннель, выезжаешь из него и въезжаешь во второй, потом 3-й, 4-й, 5-й и так далее. Мне честно иногда кажется, что швейцарцы строят эти тоннели уже просто по привычке. То есть тоннели существуют в тех местах, даже где, мне кажется, без них можно было бы обойтись. Но мы же это умеем, давайте построим еще один. Эта страна может удивить вас по-настоящему длинными тоннелями. Самый длинный автомобильный тоннель здесь, в Швейцарии, это Готтердский тоннель, длиной почти 17 километров. Просто с ума сойти можно. На момент постройки в 80-м году это был самый длинный тоннель в мире, сейчас 9-й. Но тем не менее, 17 чертовых километров в скале. Для того, чтобы вы прочувствовали, насколько это длинный тоннель, я предлагаю его проехать вместе со мной. Кое-что я, конечно же, буду ускорять. Вот это, собственно, въезд. Ну, погнали. Что ж, на такой скорости смотреть мы будем довольно долго, поэтому давайте немного ускорим. Согласен, давайте еще немного. Короче, это было реально долго. Я ехал по этому тоннелю около 15 минут. Честно говоря, я немного замахался. Но швейцарцы не остановились и на этом, и построили самый длинный железнодорожный туннель в мире. Готтердский бейс-тоннель, длина которого составляет невероятные 57 километров. Этот тоннель расположен прямо под Альпами. Его строили 17 лет и потратили на это 12 миллиардов долларов. Готтердский тоннель не только самый длинный, но и самый глубокий в мире за счет того, что над ним Альпы. В пиковых точках его глубина достигает 2,5 километров. То есть, если бы там не было вентиляции, температура внутри туннеля была бы 45-46 градусов по Цельсию. Благодаря тоннелю время поездки из Цюриха в Милан сократилось почти на час.
Ну а теперь пришло время для моей любимой темы. Одна из причин, почему нужно ехать в Швейцарию именно на машине, это, конечно же, дороги. Вы знаете, как я люблю высокогорные дороги. Здесь, в Швейцарии, есть очень высокогорные дороги. И одна из них, самая высокая, на которой я когда-либо был, называется Фурка-Пас. Ну что, попробуем, что это за дорога. Я думаю, что это одна из самых популярных европейских трасс. Сюда действительно приезжают со всех уголков Европы, и дорога местами напоминает муравейник. Но тяжелый трафик полностью компенсируется просто головокружительными видами. Я реально как улитка поднимаюсь, останавливаюсь. Каждый поворот серпантина я останавливаюсь и думаю, ну все, сейчас вот это последний раз. И я поднимаюсь вверх, а там еще красивее. И я такой, блин. Чтобы подняться на самую верхнюю точку перевала, мне потребовалось 1,5 часа. Высота здесь почти 2500 метров. Фанатам автомобилей здесь точно понравится, потому что кроме кучи суперкаров, здесь просто выставка раритетных машин. Вот, например, Альфа Ромео 81 года просто в идеальном состоянии. Но проехать Фурка-Пас можно и без автомобиля, на вот таком вот раритетном паровозе. Этот паровоз был построен в 1914 году. Здесь абсолютно все оригинальное, даже машинист, но он, правда, чуток помоложе. Паровая установка, естественно, на угле. Ну и, наконец, как вишенка на торте, в конце Фурка-Пас есть еще одно очень крутое место. Это ледник Ронне. В общем, этот ледник крут тем, что на него можно не только посмотреть, не только зайти на него, но и зайти внутрь него. Сверху лед довольно тонкий, и за счет того, что солнце периодически заходит за тучи, свет в этой ледяной пещере плавно меняется, как будто кто-то специально им управляет. Виды внутри — это мечта любого инстаграмера. Что касается Фурка-Пас, то это 10 из 10 и однозначный рекомендацион. Но одними автомобильными дорогами сыт не будешь, поэтому швейцарцы настроили огромное количество самых разнообразных фуникулеров. Попадаются очень экзотические экземпляры, например, фуникулер Гельмер, самый крутой фуникулер в своем классе в Европе. Его строили для транспортировки стройматериалов, а сейчас он довольно медленно поднимает на высоту 1860 метров над уровнем моря всех желающих. Ускоренное видео спуска на этом фуникулере может в принципе посоревноваться по остроте ощущений с хорошими американскими горками. Швейцарцы строят и традиционные фуникулеры, причем лучшие в мире. Если вы едете на какой-нибудь горнолыжный курорт, то скорее всего будете подниматься наверх на подъемнике швейцарской компании Doppelmayr. Недавно эта компания построила очень необычный фуникулер, который я решил посмотреть. Но для того, чтобы к нему добраться, нужно сначала проехаться на вот таком вот старом подъемнике. Машинисты здесь вот настолько фактурные, что каждый из них мог бы зарабатывать приличные деньги на новогодних корпоративах. Деревянная бричка едет наверх где-то 15 минут. И вот, собственно, тот самый первый в мире кабрио-фуникулер. Да, у него открытая вторая палуба, и это значит, что туристы из Китая могут фотографировать пейзажи не через стекло. А фотографировать здесь, поверьте, есть что. Слушайте, ну подъемник кабриолет — это просто потрясающее, гениальное изобретение человечества. Я считаю, что после этого
каждая вообще гондола должна оборудоваться вот такой вот открытой палубой. Потому что эмоции совсем другие. Ты как будто... Ай, уши заложило. Фуникулеры в Швейцарии есть на очень многих вершинах. Конкретно на этой можно посмотреть на окрестности города Люцерн и послушать китайского туриста-гарниста. Наверху, на самом деле, ничего особенного нет, и большинство приезжают сюда исключительно ради этого уникального фуникулера. Нужно добавить, что подъем и спуск обойдется примерно в $80. Ну, это если вы запаркуете машину. А если сделать это как я, то нужно готовиться к дополнительным тратам. Слушайте, в Швейцарии даже штрафы выписывают, ну так аккуратно, красиво, в клееночке. Я знал, что мне, на самом деле, выпишут штраф, потому что у меня не было мелочи, чтобы запарковать тачку, а поезд уже уходил, и я понимал, что мне нужно успеть на него. 40 франков. Теперь осталось понять, где это заплатить. Штрафы здесь можно оплатить в любом почтовом отделении. Берешь талончик, ждешь своей очереди, потом подходишь к окошечку, заполняешь форму, снимаешь наличные, потому что картой заплатить нельзя, отдаешь денежки и получаешь бумагу, что ты чист перед швейцарским законом. Теперь с чистой совестью и немного похудевшими карманами можно ехать дальше. Осталось рассказать вам о самой красивой и технологичной части швейцарского транспорта – о поездах. Поезда – это один из символов страны. Ходят они здесь с такой же точностью, как и швейцарские часы, и ходят очень часто. То есть из самой отдаленной деревни на западе страны в самую удаленную деревню на востоке можно уехать каждые 20 минут. В большинстве поездов есть вот такие вот детские вагоны, чтобы если дети будут кричать, а они скорее всего будут, шум не мешал остальным пассажирам. Ну, это же Швейцария. Конечно же, швейцарские поезда одни из самых дорогих в мире, это ожидаемо. Билет из Цюриха в Берн, между которыми 100 километров, стоит примерно $60. Ну и самое чудесное, это то, что здесь много зубчатых железных дорог, которые позволяют поездам преодолевать гораздо более крутые подъемы. Это значит, что швейцарские поезда ходят даже в горах, и это невероятной красоты зрелище. Ну а теперь, как и обещал, самый красивый швейцарский мост. Это виадук Ландвассера. И когда по нему ходят поезда, ты словно смотришь кадры из Гарри Поттера. Это абсолютно залипательное зрелище. Вот как будто наблюдаешь за детской железной дорогой, которую только что собственноручно собрал. Естественно, после увиденного захотелось не только посмотреть на поезд со стороны, но и покататься. Я отправился, наверное, в самую красивую деревню Швейцарии. Там оставил машину и купил билет до станции Венген. Естественно, окна здесь открываются, потому что ради этого вида, собственно, многие едут на этом поезде. Думаю, что комментарии здесь особо не нужны, и лучше просто посмотреть, что записала моя камера из этого окна. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. The salty breeze and the waves, the slow pace. The salty breeze and the waves. No matter where I play. В общем, я так завтыкал, что я доехал практически до верхней станции. И когда подошел ко мне кондуктор, я показал ему билет, он говорит: ну ты же не можешь ехать сюда. Показал мне на табличку со штрафом $90, ну 90 франков. Я говорю: я заплачу. Он смотрит на меня и говорит: нет, я тебе не позволю заплатить. Быстренько перевез меня, мы с ним перебежали на другой поезд, и он посадил меня обратно. Ну вот так вот, вот такие вот они швейцарские контролеры. Причем я был готов реально заплатить, но мне просто не позволили. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me, the beauty
you're this life, such a feeling to be alive. The salty breeze in my lungs. And back to where Здесь абсолютно гипнотические поезда. Это как аттракцион. Ты просто едешь и смотришь фильмы в 4К, 8К, не знаю. Наверное, еще такого разрешения не придумали. Что ж, пришло время показать вам, пожалуй, самую сказочную деревню во всей Швейцарии. Это Лаутербруннен. То, что вы видите сейчас, это Средиземье из «Властелина колец». Джон Толкин, автор книги, придумал страну эльфов именно по образу и подобию этой деревушки, посещение которой в свое время произвело на него очень сильное впечатление. На самом деле, вот правда, очень непросто поверить, что все это может существовать в реальности. Это чистая сказка, которая сошла со страниц детских книг. И раз уж мы заговорили о знаменитостях, то пора показать вам несколько мест, связанных с очень известными людьми, которые жили в Швейцарии. Для этого отправляемся во французскую часть страны, в особняк Сен-Жермен, где располагается музей Ханса Руди Гигера, человека, который придумал и нарисовал «Чужого». Ридли Скотт, режиссер фильма «Чужой», однажды увидел книгу Гигера «Некрономикон» и понял, что это то, что нужно. Первый прототип «Чужого» Гигер слепил из кое-чего и веток. Кое-чем было мясо, презервативы и слайм. Это такой вязкий железообразный материал. Конечно, весьма интересно, что творилось у Гигера в голове, когда он придумывал все эти штуки. И как человеку, который жил в такой благополучной стране, как Швейцария, вообще могла в голову прийти идея создания такого чудовища. Следующее место – это кладбище Корсье-сюр-Веве. Здесь находится могила Чарли Чаплина и его супруги Уны Чаплин. Немногие знают, но после похорон тело Чаплина воровали с целью дальнейшей перепродажи семье. Тело вернули, а сейчас под этой могилой почти 2 метра бетона. Кроме того, здесь стоит специальный датчик, который при приближении к могиле издает неприятный высокочастотный звук. Я на самом деле крайне удивлен, потому что я на кладбище один, здесь вообще никого нет. Обычно на кладбище, где похоронены знаменитости, всегда довольно людно, но здесь тишина и спокойствие. Продолжаем на берегу Женевского озера, в маленьком и очень уютном городке Монтрё, где установлен самый знаменитый памятник Фредди Меркьюри. Изначально памятник Фредди должен был стоять в Лондоне, но лондонские власти отказали в установке. И тогда решили выбрать Монтрё, потому что это был один из любимых городов Фредди Меркьюри. В свое время группа приобрела здесь Mountain Studio, которая располагалась в здании казино. Совсем недавно здесь открылась выставка Queen Studio Experience. Здесь в Монтрё были записаны 6 студийных альбомов Queen и такие композиции, как A Kind of Magic, Under Pressure и Show Must Go On. На выставке также можно посмотреть оригинальные сценические костюмы Фредди, рукописные тексты его песен, инструменты группы и даже скрабл, в который любили играть участники Queen во время записи альбома. В общем, если вдруг вы каким-то чудом окажетесь в Монтрё, обязательно заходите сюда, тем более, что вход бесплатный. Главной целью в Швейцарии для меня была самая известная местная вершина – гора Маттерхорн. Сперва мне нужно было добраться до города Тэш и оставить там машину. «20 минут на поезде, и ты в городе Цермат. Это ближайший населенный пункт на пути к Маттерхорну. В городе запрещен любой автомобильный транспорт. Роль такси здесь играют вот такие вот электромобили. Ну и, конечно, старых добрых лошадей тоже никто не отменял. Но поезда на сегодня не закончились, потому что для того, чтобы добраться до Маттерхорна, ну, близко к Маттерхорну, нужно сесть еще на один поезд. Конечно, поезд, на котором ты можешь доехать в горы, это бесценно.
Ну, собственно, пришли. Вот оно. Так, ну, солнце зашло, последний поезд уже уехал, но это не беда, потому что я не планировал на нем ехать. Я остаюсь здесь, возле этой горы и этого озера. Для этого у меня есть, в принципе, все необходимое. Палатка, спальник, теплые вещи, хлебное крошево, которое было когда-то сэндвичами, мюсли на завтрак. Ну и самое главное, светосильная оптика. Потому что я остаюсь здесь на ночь ради двух, пожалуй, своих самых любимых вещей. Во-первых, это фотографии звездного неба, а во-вторых, сансета. Я надеюсь, что утром здесь будет на что посмотреть. Ну а пока несколько слов об этой горе. Честно, я вот не знаю, что сейчас нужно рассказывать про эту гору, кроме того, что она просто невероятно красива, и вы ее уже кое-где видели. Да, это та самая гора с шоколадки Таблерон, одной из самых известных марок швейцарского шоколада. Эта вершина считается одной из самых красивых в мире за счет своей четырехгранной пирамидальной формы со стенами, обращенными по сторонам света. И провести ночь и утро у ее подножия, я думаю, мечта любого фотографа. Ну и моя, естественно, тоже. И прямо сейчас я собираюсь ее исполнить. Камера снимала всю ночь, пока не села батарейка. Давайте посмотрим, что получилось. Не знаю, стоит ли говорить, что это было роскошное утро. Любое утро в горах само по себе событие, но утро у подножия Маттерхорна, которое отражается в этом небольшом озере, это, конечно, эмоции на всю жизнь. Ну а теперь прозаичные вещи. Для вас вся эта история закончится на красивой какой-то лирической ноте, а для меня она только начинается, потому что теперь мне нужно спуститься каким-то образом, я не понимаю сейчас. Возможно, даже пешком, найти свою тачку и уезжать отсюда. Красиво, зараза. Везде здесь красиво. Вот, ну я не могу к этому привыкнуть на самом-то деле. Только что заглянул на свой одометр в машине и понял, что намотал 7600 километров с начала моего европейского пробега. Чокнулся на самом-то деле. Пора, наверное, ехать домой, хотя не особо хочется. Страна действительно потрясающая. Нужно готовить себя к швейцарским красотам, ну и к немалой сумме денег, чтобы эти самые красоты увидеть. Хотя, конечно, в Швейцарию нужно ехать не только за красотой, но и за спокойствием при очень высоком уровне сервиса и классных дорогах. Спокойствие здесь на каждом шагу. Честно говоря, меня все сложнее и сложнее удивить какими-то красотами, но в Швейцарии, черт возьми, это удалось. Я ловил себя на мысли, что спустя даже неделю после съемки я все равно останавливаюсь, все равно фотографирую, все равно открываю рот при виде этих зеленых лугов, которые я вижу уже который раз, и они меня до сих пор удивляют. В общем, это топчик. Страна, наверное, сейчас в моей персональной десятке. Так что, если не были в Швейцарии, приезжайте. Эта страна действительно того стоит. Ну и вообще путешествуйте. Это по-прежнему очень прикольно. Блин, ну я не могу с этой красотой. И эти луга еще. И поезд. Угадал.
моей хорошей подруги из Цюриха была знакомая, которая вышла замуж за швейцарца. И его родители им на свадьбу подарили место на кладбище. Что оно дико дорого стоит, и это, знаешь, как место на кладбище, это круче, чем все на свете. Для них это типа почетно. И они так получилось, что они развелись через 2 года, и место на кладбище забрали. Родители забрали, потому что, нечего лежать в чужой могилке.